Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня я расскажу про схему обработки от ржавчины груши. Узнаете, какими препаратами ее обрабатывать. Ржавчина груши – такое опасное заболевание, которое сейчас широко распространяется по садам. Особенно ржавчина присутствует в частных садах. Почему так происходит? Ржавчиной раньше груши особо и не болели, а сейчас болеют массово. Основная причина появления ржавчины – это неподходящие, неустойчивые сорта груши. Посадка вот таких неустойчивых сортов. Но, пожалуй, самая, наверное, такая причина – это посадка можжевельника казацкого. Именно из-за можжевельника вот эта ржавчина широко распространяется. Вначале ржавчина появляется на можжевельнике казацком весной, затем переходит на грушу, заражает грушу, а в конце сезона опять поражает можжевельник. И вот так вот циклично вот это заболевание развивается. Да? Вот. И такой самый верный способ избавиться от ржавчины – это вырубить вот эти казацкие можжевельники. Но, к сожалению, кто-то их вырубит, а кто-то не вырубает, жалеет. Не всегда удается найти общий язык с соседями, чтобы убрать вот эту заразу с участка. И ржавчина тут как тут. Причем, если можжевельник растет где-то близко, конечно же, ржавчиной груши сильно будут поражаться, но могут поражаться даже в том случае, если можжевельник растет и достаточно далеко. Например, от вашего участка можжевельник растет там за 500 метров, и все равно ржавчина появятся, споры разносятся. Значит, как бороться с этим заболеванием? Нужно сделать целый комплекс обработок. Причем такие обработки придется выполнять ежегодно. Одной обработки, то есть одного цикла обработок, недостаточно. Не справитесь, придется все время обрабатывать. Во-первых, нужно обрабатывать и сам можжевельник, который вот эту ржавчину и переносит. Если вы обрабатываете только лишь грушу, это не спасет. Обрабатываем и грушу, и можжевельник, если он присутствует на участке. Чем обрабатывается можжевельник? Весной, в апреле месяце уже можжевельник нужно обрабатывать. Обрабатывается фунгицидом ракурс. Фунгицид ракурс – это вот именно фунгицид для хвойных культур от ржавчины. Вот этим же ракурсом можно, кстати, обрабатывать и груши. Про это я сейчас тоже расскажу. Как же делается обработка самой груши? Во-первых, выполняется ранневесенняя обработка. Ранней весной, до распускания почек, обычно после обрезки, выполняется обработка груши бордоской жидкостью. Это самая важная обработка. Вторая обработка. Уже мы будем использовать системные фунгициды, которые проникают в ткани растений. Вторая обработка делается в период бутонизации. Как только уже выдвигаются бутончики, мы ее выполняем. В этот период делается обработка фунгицидом хорус. Хорус – это фунгицид системного действия, которым обрабатывают деревья в стадии вегетации. То есть по ветвям им работать нельзя. Никакого эффекта практически не будет. Обрабатываем уже в стадии бутончика. Чем хорош хорус? Тем, что он действует при небольших положительных температурах. На улице, допустим, будет плюс 8, плюс 10. Вот оптимальная температура для работы хоруса. Им же обрабатывают и косточковые культуры от манилиального ожога. И для груши он тоже подходит от ржавчины. После обработки хорусом проходит 3 недели. Делаем обработку фунгицидом ракурс. Вот про который рассказывал, который для можжевельника также подходит. Делаем обработочку. Стараемся попасть на листья, уже зависть какая-то будет, все обработать. Полностью дерево. Обработка, кстати, должна выполняться в вечерний период, когда нет яркого солнца, и желательно в раствор добавлять прилипатель, чтобы раствор лучше на листьях задерживался. Можете жидкое мыло, столовую ложечку добавить, либо какой-то специализированный прилипатель. Сделали обработку. Далее проходит 3-4 недели и делаем 3-ю обработку системным фунгицидом. Уже берем для обработки фунгицид Скор. Это фунгицид системного действия, который на длительный период защищает растения от заболеваний. Вот эту обработочку опять же делаем. И все, завершаем
вот эти химические обработки. Почему дальше химию нежелательно применять? Вот это все, что я перечислял, это все системные фунгициды. Они на длительный период накапливаются в тканях растений. Если продолжать делать обработки, вот эти вещества могут попадать в урожай. Вот поэтому дальше уже не делаем ими. Чем дальше обрабатываем? Дальше у нас уже сформировались плоды, они уже наливаются, эти плоды. Значит, используем только лишь биопрепараты. Есть биопрепарат вот такой, новоспорин, да, это сенная палочка. Работаем сенной палочкой. Тем более, что здесь закваска можете вырастить сколько угодно. Уже показывал в роликах, как ее растить. Значит, новоспорином нужно работать каждые 2 недели. Каждые 2 недели в вечерний период, либо ранним утром, когда нет яркого солнца, делаем обработку по листу сенной палочкой. Опять же добавляем прилипатель, либо жидкое мыло, либо какой-то специализированный, чтобы раствор лучше на листьях закреплялся. И вот каждые 2 недели вот эту процедуру повторяем вплоть до созревания урожая. Даже в период созревания урожая можете сенной палочкой работать, это безопасно. Также есть сорта груши, которые более устойчивы к ржавчине. Допустим, у вас какая-то местность неблагоприятная по этому заболеванию. Груша вот сильно-сильно поражается. Выбирайте тогда азиатские сорта груш. Значит, чем они хороши? Азиатские вот эти груши, они зачастую имеют округлую форму, больше похожи на яблоки, и у них очень высокая устойчивость к ржавчине. По вкусовым качествам, конечно, азиатские груши, ну, не всем нравятся. Зачастую они не имеют, вот как наши классические груши, такой маслянистой консистенции, такой мякоти, да. Они больше такие вот хрустящие у них мякоть. Вроде бы и сладкий аромат вот этой груши есть, но они хрустят. Вот такая у них больше такая хрустящая мякоть. Но, тем не менее, у них очень высокая стойкость к этому заболеванию. Вот, в сезон будем, конечно, еще показывать, рассказывать, как эти обработки проводить, на какие-то вопросы отвечать. Поэтому готовьтесь к весне, закупайтесь различными препаратами, фунгицидами, чтобы ваш сад был здоров. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.